Вот и утро. Ну как утро, уж 10 часов. Долго спал. Вчера пол-первого лег спать. Что-то все возился. А может даже и в час. В общем, поздно сидел, костер смотрел, звезды смотрел. И вот с утра смотрю, угольки-то еще есть. Ну, взял, сложил, снова все загорелось. Вот это вот, это вот. Это бревно, которое я вчера отпилил, а впереди дубовое лежит. Вот так вот. Два бревна много-много часов горело. Ходил, ловил на спиннинг, ничего не поймал. Видимо, уже все. 30 июня. Последний день июня 2024 года. Быстро лето проходит, быстро. Уже треть лета прошла. Очень обидно это. Сейчас я вот задумал пойти сходить туда, где эти свиньи нагадили там, набросали мусора. И по возможности что-то подсобрать и сжечь в костре, чтобы костер не просто так горел. Ну, может, попробую еще половить на удочку. Не знаю, может, на тех же слепней. На кукурузу что-то не клюют. Закидушки мои. Такое ощущение, что кто-то их проверял. Что я видел, плавал там на лодке какой-то чувак. И закидушки мои стояли не в том положении, как я их вчера поставил. Вот что за манера чужое проверять снасть? Свиньи, сволочи. Натура, конечно, та еще. Но на них тоже ничего не поймалось. В общем, в рыболовном плане этот поход не особо успешный. Но зато вот лисичку вот здесь вот видел. Тоже интересно. Пойду попробую собрать мусор. Эх, какие же люди все-таки гадят, бросают. Идут и на природу выходят. И на тебя. А тут река, тут лес, в котором лисичка живет. Да? Так вот подумаешь, они были вообще когда-то детьми? Что-то светлое у них было? Играли в игрушки или что? Или прям сразу родились с пивной бутылкой и семечками? Не знаю. Удручает это, честно сказать. Ну, что поделаешь. Вот. Опять этих жерлиц понатыкали. Уже и щуки-то тут не осталось. Все выловили. Вот то место, где я вчера порвал штаны. Здесь вот я уже отпилил, а до этого вот эта вот елка упавшая, приходилось под ней пора лазить. И вот присел, и они крякнули. Ох, какая красота, надо будет еще искупаться. Красота. Ну вот, Жигулевская, пожалуйста. Свиньи. Вот здесь я много лет стоял, но сейчас уже невозможно, загадили все. Русский стиль. Эх, все. Ну или вот это вот.
Вот что это такое? Что за стиль? Свиньи. Бульоны ели. Там вот тоже. Здесь затон такой. И опять же пивная бутылка. Прямо так швырнули. Выжрали пиво и швырнули. Молодцы. Ну вот тоже характерное. Все тут вместе. Красавцы. И вот такая красота. Да, так и живем. С рюмочками. Не хухры-мухры. Культурные люди. С рюмочками. Есть такие вот овраги. И дуб. Эх, пришло время перекусить. Так. Сухари есть тут. Сушки. Лук. Была надежда на рыбу. Пожалуй, я поем. Что у нас тут? Сушки кроха простые. Это сушка. Вот такие простые. С сыром. Как раз сожгу потом отходы в костре. О, какая красота. Вот. О, упало что-то. Опа, все падает. И там упало в костре. Бревно откатилось.
Так-то лучше. Сипит, свистит. Сушки с сыром неплохо сочетаются. Как пицца. Я вот люблю делать в микроволновке. Твердый сыр какой-нибудь в середину сушки положить. Секунд 40. Ну, тарелку целую таких мини-пиц сделать. Чаек сейчас еще заварю. У меня в термосе есть. Надо свежего заварить. О, как свистит костер. Да. Впервые плавленый сыр, я помню, меня впечатлил в детстве еще. Виола тогда был сыр. Прям настоящий финский. Ну, с Финляндии были кое-какие продукты. Изредка они встречались, по большому везению. Но вообще сейчас люди не понимают, что такое, когда те или иные продукты нельзя свободно купить. Сейчас вопрос только в одном. Есть деньги или нет? Можешь купить все. И икру, любой сыр, всякие другие продукты. Мясо любых сортов. А были времена, когда купить, даже если есть деньги, было нельзя. Ну просто нету. Нет ассортимента. Приходишь в магазин, там сода стоит, уксус, березовый сок иногда, томатный сок. Рыбные консервы какие-нибудь. Вот и все. Ну, крупа, может, там, пшено. Никаких других ингредиентов. Поэтому тогда люди доставали продукты. Например, тоже мясо. Вот я помню, еще маленький довольно был. Наверное, сам начало 80-х годов. Может, даже конец... Нет, скорее всего, начало 80-х. Лет 5 мне было. То есть это, может, год 81-й. Моя мама как-то договорилась каким-то образом с мясниками в магазине, что ей за дополнительную плату отрубят кусочек мяса. И вот мы вечером уже, когда магазин закрывался или уже закрылся, пришли туда с задней стороны, в подсобку эту. И там стоял такой огромный пень, плаха такая, здоровенный топор. И вот от куска туши мясник отрубил нам, ну, наверное, с килограмм там, может, чуть больше, не знаю, кусок мяса. Это была целая спецоперация.
люди думают, что, ну, как бы, сейчас у многих представление такое, что Советский Союз, как бы, это примерно все то же самое, только нет айфонов, но зато бесплатно дают квартиры. Это не так. Но точно так же, я помню, было как раз в начале 90-х, в конце 80-х, восхищение перед Российской империей. Хруст французской булки, упоительные вечера. То же самое. Потом бы оказались они там, в этой империи, на барщине какой-нибудь. Почему-то все думают, что они будут французскую булку есть. А не навоз там разбрасывать на полях. Ну это ладно, навоз. А вот даже если повезло вам, и вы из высшего, так сказать, света. Вот Пушкин. Он как бы, ну, не богатый был человек, но в сравнении с крестьянами, конечно, достаточно обеспеченный. За границу поехать не мог. Не пускали его. Всяким подвергался нападкам. Ну, и характер-то был такой. С замужними женщинами он там блуд творил. Эпиграммы оскорбительные писал. Ну и кончилось все плохо. Дуэль была. И он был убит. Ну, точнее, тяжело ранен, а потом умер. А Лермонтов и того хуже. Еще на 10 лет моложе Пушкина. Всех сумел так достать. Тот же Мартынов, который его застрелил, он же был изначально его другом, но Лермонтов его и так поддевал, и сяк, и публично оскорблял. Тот все терпел, потом в какой-то момент не стерпел и сказал, все, хватит. Так что в ту пору тоже и высшему сословию жилось не сладко. А взять тех же декабристов. Понасмотрелись они, как там в Европе живут во время походов против Наполеона. Давай все всякую ерунду выдумывать. Конституцию там, как в Америке. Еще что-то. Ну,
И чем кончилось? Часть из них повесили. А других в рудники. В Сибирь. К этому надо прийти. К конституциям, ко всяким. У нас вот едешь в электричке, думаешь, ну, какие конституции? Ну что, смеетесь? Это же сброд, это, ну, практически ну, как какие-то, не знаю, дегенераты едут. Какие им конституция? Понятно, там декабристы, они по-французски там разговаривали лучше, чем по-русски. Читали Монтескье, еще там что. А эти-то что? Эти лапотные, они как были тогда, так и сейчас точно такие же. Сморкаются в кулак, бьют жену, пьянство. Какая там конституция? Что вы? Вот и погорели на этом декабристы. Так что в империи тоже, в российской, не всем сладко жилось. Там в любой империи, хоть в римской. Вон Помпеи те же взять. А у Брюлова, что ли, есть? У Карла. Художник такого. Картина «Последний день Помпеи». Там показано, что случилось. А было что? Извержение вулкана произошло. Даже не столько извержение, как выброс раскаленных газов, пепла. Называется пирокластические потоки. И с огромной скоростью эти потоки накрыли города, такие как Помпеи и Геркуланум. Ну и там люди погибли, а потом их засыпало пеплом. Тела их за 2000 лет, ну, разложились там. То в эти полости напускали гипс, убирали аккуратно пепел и таким образом воссоздавали картину всю, вот как произошло. Там тоже были всякие виллы, вилла папирусов, вилла того, вилла сё, с различными мозаиками. А в то же время на стенах были объявления, предложения о распятии рабов, провинившихся, с расценками и с прейскурантом. Так распять, сяк распять. Кому-то хорошо жилось, кто-то на вилле был, а кого-то распяли, да. Так вот бывает.
Кстати, во время извержения Везувия, от которого пострадали Помпея и Геркуланум, погиб известный римский деятель Плиний Старший, про которого упоминается в стихотворении Бродского «Письма к римскому другу». Как будто от его имени ведется это стихотворение. Сегодня ветреные волны с перехлестом, т.т.т. там. В общем, такое оно хорошее стихотворение, но дело не в этом. Вот этот тот Плиний, он был флотоводец. В какой-то момент он был губернатором или как там, прокуратором Испании. Потом он был флотоводцем. Римским флотом командовал. И вот начал извергаться Везувий. Решил поближе посмотреть, что же там происходит такое. А у него, как на беду, астма была. В общем, корабли подплыли. Там облако сернистого газа и всяких других газов. Он надышался. Ему плохо стало. Да так, что настолько плохо, что он понял, что умирает мучительно. И чтобы не мучиться, попросил раба, чтобы тот его зарезал. Так было в ту пору принято. Вот как бы высший класс римский. Ну а взять того же Цицерона. Он был наставником императора Нерона, когда тот был маленьким. Был практически правителем Рима. Но Нерон подрос и начал шалить. Маму свою погубил, Агриппину. Причем несколько раз пытался то так подстроить, то по-другому. В конце концов ему надоело, он просто прислал к ней солдат, которые ее убили. Точнее, нет, я перепутал, не Цицерон. Вот ведь память. Сенека. Вот, Цицерон это был другой деятель. Вот, Сенека. Он с Нероном занимался, воспитывал его. И вот, решил Нерон, что ему тоже пора на тот свет. И прислал солдат с приказом, чтобы тот покончил с собой. Ну, а у них, как было принято, вены вскрывать. А этот Сенека, он уже старый был. Хотя при этом у него была молодая жена. Вот тоже так бывает. Он вены-то вскрыл, а кровь не шла. И так, и сяк, и на руках, и на ногах, везде вскрыл, кровь никак не шла. Тогда его в баню отвели. Распарили там, и все-таки в конце концов он кровью истек и умер. А жена решила не отставать от своего мужа и тоже вскрылась. Но поскольку такого приказа не было жену наказывать, то Центурион перевязал ей тряпкой все эти порезы. Ну, и она осталась жива. Хотя всю жизнь тоже потом отличалась исключительной бледностью, как пишут историки. Прислали грозовое предупреждение. Ну и небо такое там, да, невеселое. Я вот внутреннюю палатку уже там свернул, тент закрыл, все вещи туда скинул.
Ну, костер чуть-чуть тлеет. Вот заварил чай. О, какой. Сейчас термос его залью. И еще заварю. И будет у меня уже нормально чая. Вот сколько воды. То есть я уже оприходовал литра 3, наверное, воды за это время. Использовал 3 литра воды. Вчера весь день. Ну и сегодня вот чай заварил еще. Так что если вдруг что поймается варить, там немного воды остается. Тут-то вода вон какая. В этом озере время от времени что-то булькает. Как будто бросает сюда кто-то. Непонятно. Так, что там закипает? Сейчас посмотрим. Ну так, скоро закипит. Я вот поменял на спиннинге шпулю, со шнуром поставил, с хорошим. Milky Blue цвет, молочно-голубой, молочно-синий. Очень хороший шнур, самый лучший из всех, какие у меня были. Не сказать, что их было у меня очень много, но сколько-то было. Вот этот пока самый лучший. Это Дуэль Хардкор 0,6. Очень хороший шнур. Летает великолепно. Вот, положил в костер немного шишек. Пусть там тлеет. Ну, может, гроза и стороной пройдет, кто ее знает. Палатка уже старенькая, молния начинает барахлить. О, громыхает. Ну вот, почти закипело. Сейчас закипит, потом пойду попробую щуку половить. Ну что-то надежды на это очень мало. Всех щук уже выловили. Тут каких только можно. Удочку я собрал. Толка нет. Без червей это все пустое дело. Нужно черви было брать. Вон опять кто-то там плюхнулся. Кто там? Удивительное дело. Началась там гроза. С дождем, с ветром. Пришлось в палатку уйти. Ну, тут у меня все более-менее собрано. Внутреннюю палатку я свернул тоже. И сижу тут под тентом просто. Дождь там. Но это сейчас все кончится быстро. Я так думаю. О, как ветром колбасит. По-хорошему, конечно, надо выйти туда, чтобы ничего не упало. То так ведь не видно. Ну, может, сейчас и выйду. Я еще думаю искупаться, а тут на тебе такая гроза. Вон, уже палатка деградирует. Видно, там вот сеточка порвалась, хоть она не особо-то и нужна. Но все уже приходит в негодность. Вон там сколько мух всяких. Вон они. Ползают там. Сразу как-то потемнело так. Ветер.
Тянуло сюда дымком от костра. Тоже, наверное, затухнет сейчас все. Ну и ладно. А я успел дважды заварить чай. Залил его в термос. Вот все мое барахло лежит. А вот здесь чай. Это я буду сейчас пить. Вот чай. Ой, какое же на самом деле удовольствие попить крепкого, хорошего зеленого чая. Это закончилась гроза. Солнце вышло. Можно и выходить из палатки. Пора уже собираться. Вещи все собирать. Складывать. И постепенно выходить. Гроза где-то там в отдалении еще грохочет. Слепни появились. Ох, плавки. Тут вот есть полотенце. А что еще? Ну, вещей-то не так уж и много. Ну вот, конечно, сколько этих. А какие они суетливые. Да, нехорошие насекомые. Че скажешь? Кусаются. Ладно. Буду собираться. Вон дубовое бревно там. Практически прогорело. Едва дымится. Потом залью остатками воды. Чтоб не оставлять тлеющего ничего. А сейчас, да, буду собираться. Не знаю, может, и искупаюсь разок. Чтобы в чистом виде ехать. Не уподобляться всяким свиньям, которые вонючие ездят в электричке. Нюхайте, мол, сограждане. Да. Не, вообще, конечно, жутко. Как скотинился народ, это просто немыслимо что-то. Вот я и собрался. Дождик пошел, опять гроза. Вот здесь вот прям буквально над верхушками деревьев молнии были, разряды молний. Собрался. Вот тут такие удивительные пни, огромные, от дубов. Какие же были дубы. Ну, тут есть еще и живые. Есть. Вот последний день июня. Последний день июня. Вот так он прощается с нами. Уходит в вечность. Июнь 24-го года. Двадцать четвертого. А когда-то ждали наступления 2000-го. И пролетело 24 года. Гроза. Прощается июнь с нами. Грозой, дождиком.
Треть лета прошла. Так быстро. Тут вот тоже. Ну, конечно, это для костра не очень хорошее. Потому что они валяются. Но сжечь можно все. И сырые, и влажные, всякие. Ну и вот, что можно сказать. Одно бревно, отпиленное мною за 3 минуты пилой силки, горело все это время. И вот сейчас дубовая тут догорает. Несмотря на дождь, все равно там угольки какие-то есть. Вот чай, заварка там сжигается. Есть мусор в костре. Вот для чего еще нужен костер? Вот, ничего не валяется. Все, что не нужно и может гореть, все в костер. Ну, вот там все и сгорает. Чтобы была чистота на полянке. Чтобы ничего не валялось. Ну, осталась вода. Сколько тут осталось? Ну, наверное, чуть больше литра. Вон сейчас опять молния сверкнула. Чуть больше литра. О, как. То есть 4 литра, в общем, мне хватило на все мои дела, но я ничего не варил. Если бы варил, ну вот как раз 5 литров бы. Этого было бы достаточно. Вот. Я в сапогах. Сейчас пойду через лес. Там болотистые места. Потом выйду на шоссе, так сказать, на асфальтированную дорогу. Переобуюсь там, кроссовки надену. И пойду, потому что в сапогах, если идти долго, то можно натереть ноги. Сапоги это вот для леса. То есть у меня 3 вида обуви. Сапоги, это чтобы идти через жесткие завалы всякие в лесу и по грязи там хлюпать. Калоши, эво, тапочки такие. Это чтобы ходить вот тут. Ну и кроссовки, это чтобы идти на большое расстояние. Вот такой набор. Никаких трекинговых ботинков тяжелых. Ничего этого не надо. Главное, чтобы обувь была легкая. Если она тяжеленная, это кошмар. Тушите свет. Ну, для каких-то случаев они, может, и нужны. В горах там, где важно очень фиксировать ноги, когда идешь с грузом. Да, ну вот по нашим условиям, по заболоченному лесу с завалами ходить, это не нужно. Спагетти зимой применяются и весной. В общем, они круглогодичны для нашего состояния природы. Вот такие вот. И не жалко ими в костре там что-нибудь поковыряться. Вот так сделать. А трекинговыми ботинками, которые, ну, я не говорю какие-то наши подделки там, ужасные, габазные. А, хорошие такие, 1040. Жалко ими в костре шарудить. Вот, так что тут еще и такой фактор. Ладно, закончен этот поход. Всегда эти походы так быстро проносятся. Едешь в электричке. Потом идешь туда-сюда. Потом хоп, и все кончилось. Ну что, полезного из этого похода я вывел. Это что надо брать обязательно. Червей. Уж здесь без червей трудно что ли поймать. Что японская леска варивас или варивас, как ее там, не знаю. Она очень интересная и подходит для спиннинга. Буду в этом направлении дальше думать. Ну, это по рыболовной, так сказать, части. А что касается не рыболовной, попрощался я с июнем. Попрощался. Моим любимым месяцем. Эх.
30 июня 2024 года. Владимирская область. Берег реки Бужа. Вечность уходит, июнь, вечность. И мы все туда когда-то уйдем. Кто-то раньше, кто-то позже, но все равно уйдем. И встретимся, может, там с этим июнем. Эх, а может и нет. Мы не знаем. Обратно никто не возвращался. Ладно. Буду остальное складывать в рюкзак. И в путь. А в электричке поем сушек, сухарей, попью чай. Буду смотреть, как заходит солнце из окна электрички. Вспоминать этот поход. Последний день июня. Лучшего месяца лета. Когда лето только начинается. Когда еще нет июльской жары. Август, он месяц катастроф. С темными ночами. Со всякими событиями неприятными. А вот июнь, ну, это субъективное мнение. Может, потому что я родился сам в июне. Поэтому так мне и кажется. Не знаю. Ладно, в путь, в путь, в путь. Вот табличка. Что именно там запрещено, уже не прочесть. Что-то там запрещено. Смола, солнце, годы сделали свое дело. А я здесь решил сделать небольшой привал. На этой лесной дороге. Возле дерева. В лесу начинают попадаться грибы. Черника. Шел, собирал ягоды черники. Думаю, вот прощается июнь со мной так. Грозой, дождем, черникой. Сейчас вон там вот дорога. Там вот. Вот по ней идти. По ней идти до станции. Потом долго-долго ехать в электричке. А эта электричка в воскресенье вечером, она такая скотовозная. Иногда я даже в Черустях из нее выходил. Ждал там чуть не 1,5 часа. А потом ехал уже на нормальный. Но долго, тяжело ждать. Потом поздно приезжаешь. А завтра на работу. Июль наступит, июль. Это кульминация лета. Нельзя сказать, что я люблю только июнь. А июль, август не люблю. Нет, я люблю все лето.
Но июнь почему-то больше всего. Там наступит август, месяц катастроф. И у меня были трагические события в августе. Всякие травмы я получал серьезные в августе. Эх. И вообще в августе случаются неприятности. Вон солнце просвечивает через пелену облаков. А потом сентябрь. Сентябрь, начало октября — это вот время, когда самая-самая красота в природе. Вот это бабье лето, когда уже желтые листья, красные листья, всякие цветные грибы. Ну, уже начинает холодать. Ну, а потом октябрь, ноябрь и так далее. Это уже суровая погода, время такое. Главное, что сокращается световой день. Темно, выходишь темно, приходишь темно. Все время темно, искусственное освещение. Все это не благоприятствует человеческому организму совершенно. Вот, а потом зима, снег. Сначала тоже темно, потом светлее, светлее. В феврале-марте уже красиво, светло. Ну, Новый год, конечно, в январе, 1 января. Все эти праздники, 23 февраля, 8 марта и так далее. Проносится все это быстро. И весна, март. Но это еще зимний месяц, по сути. Потом апрель, апрель, апрель. Это уже настоящая весна. А в мае порой бывает, как и летом. Все цветет. Такой вот у нас климат. И вот так год проходит за годом, год за годом. Но лето — это кульминация всего. Это дни, наполненные просто счастьем, радостью. Ну, как бы за исключением, конечно, всяких моментов, не зависящих от погоды. О, какая полянка зеленая. Красиво. Такой участочек в лесу зеленый. Ладно. Остается уже не так уж и далеко до станции. Надо идти. Надо идти. Там вон тарахтит мотоцикл где-то. А вот мой рюкзак, на котором до сих пор осталась наклейка с надписью «Сочи». Досмотрено. Эх. Море. Где-то море. Где-то купаются люди. Ну вот, почти около станции. Вот этот знаменитый дом, который все время разрушается, разрушается, зарастает папоротником. Яблони. А кто-то жил там. Даже шторки там есть. Кто-то там жил. Чья-то жизнь там прошла. А сейчас не осталось дома. Может, уехали люди, а скорее всего уже нет их. Вот так. И облака. И облака. Июнь прощается. Эх, так долго ждать следующего. Дождусь ли? Эх, не знаю. Здесь вот пешеходный переход обозначен куда-то туда. Вот там тоже знаки, знаки. Везде знаки. Столик тут. Ну, и вот туда вот путь
платформе Тасина. Здесь вот остановка. Наверное, когда-то автобусы приезжали. В стародавние времена. И вот такие вот ромашки. Эх, июнь, июнь. Твои цветы. Ромашки всякие. Вот такие вот. И такие. Хорошо летом, хорошо. Хорошо. Платформа Тасина. Вот рюкзак мой стоит. А там поезд приближается.